Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту осень 2024 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Это осень силы. Будем планировать сентябрь, октябрь, ноябрь и заглянем в декабрь, что же там случится с нами. Ну, как говорится, поехали. Мы сейчас с вами находимся в коридоре затмений. И каждый по-своему переживает этот эмоциональный период. И я скажу так, что, ребят, большинство вариантов развития событий будет зависеть именно от того, как вы на это реагируете. Потому что сейчас именно в этот коридор затмений, особенно для рыбок третьей декады, я бы сказала, да, ребят, первая декада рыб — это те, кто родился в феврале. Вторая декада рыб, кто родился с 1 по 10 марта. Третья декада рыб, кто родился с 11 марта по знак зодиака Овен. Вот такая градация. Итак, в этот коридор затмений у нас Юпитер еще идет в директном положении и делает такой напряженный, эмоционально претензионный квадрат к рыбам, я бы сказала, третьей декады, да, ребят. Поэтому если у вас есть противоречия внутренние, что вы недостаточно того, что хотели, сделали, здесь, пожалуйста, обратите внимание на свои мысли, на то, что вы говорите. Получится поругаться со всеми, не получится на этом аспекте сделать больше, чем хотелось, просто потому что сейчас вы напряжены, вы негодуете. И здесь история того, что нужно, конечно же, трезво смотреть на вещи, убирать иллюзии, и этот момент пройдет. Во всяком случае, да. Забегая вперед, скажу, что для рыбок третьей декады этот период вернется, когда в начале октября Юпитер пойдет в ретроградное движение, и все вопросики вернутся снова. Поэтому здесь, конечно же, будьте начеку и честно, максимально честно отвечайте себе в этот коридор затмений на свои вопросики, которые у вас сложились. У рыб второй декады здесь, конечно же, Сатурн идет по вашему знаку. Ребят, здесь коридор затмений и после него, и расклад такой на осень, расклад, да. История такая на осень, что нужно потрудиться. Причем тяжелая, сложная работа, которую не очень-то хотелось-то делать, которая идет без вдохновения, да, будет даваться хорошо, поэтому приложите здесь все усилия, которые могут только быть. Марс здесь вам поможет, и в коридор затмений не должно быть с этим труда. Но, как говорится, рыбки первой декады, активно работайте, внедряйте как можно больше. Здесь Уран, конечно же, в ретроградном движении вас, я бы так сказала, подгоняет, заставляет внедрять нечто новое, освобождает от старого, как раньше не получится. И в этот коридор затмений, да, вы начинаете как раз-таки эту историю с новшествами, не с идеальным, нет, с новыми делами, которые, я надеюсь, будут входить в вашу жизнь все больше и больше. И для рыб всех декад скажу, что этот коридор затмений сентябрьский — это такая маленькая репетиция коридора затмения, который случится с нами весной 2025 года. Да, коридор затмения начнется 14 марта 2025, в знаке зодиака рыбы, закончится в Овне 29 марта. Кто не видел, кстати, годовой прогноз для рыб на 2025, в конце видео прикреплю, посмотрите, ребят, там эмоций будет побольше. Здесь маленькая такая репетиция. Как раз таки особенно те рыбки, которым будет весной 25-го проходить будет определенный рубеж своей жизни, либо это возвращение кармических узлов, вы в возрасте 18, 19, 20 лет, вы в возрасте от 36 до 40 лет, и вы в возрасте 53 плюс 3-4 года. То есть для вас этот момент весной 25-го будет очень сильный, поэтому сейчас, скажу по интенсивности, это такая репетиция. Очень на лайте, очень спокойно. Еще раз скажу, что многое будет зависеть именно от вашей реакции, поэтому старайтесь реагировать мудро. Не просто так вы рыбы, знак зодиака, самый мудрый знак, который может вообще в принципе воспринять любые события, которые случаются с нами.
Да, ребят, коридор затмений задает нам всем, я бы сказала, определенный ход мыслей, действий и эмоций. Заканчивается он 2 октября. И скажу, что эта эмоция, это настроение сохранится еще и первую половину октября точно. Здесь у нас 2 октября, ребята, у нас с вами новолуние в Весах. Новолуние в Весах, при этом здесь, конечно же, Марс будет очень сильно помогать. Хоть это будет такой агрессивный, напряженный период для многих других, да, людей знаков зодиака, но для рыб, особенно 2 декады, это период будет такой деятельности, более расслабленной, что ли, более меланхоличной, не такой быстрой, резкой, да. Поэтому здесь, рыбки 2 декады, конечно же, действуйте. Сатурн вам точно так же помогает. Просто понимайте, что люди вокруг могут, в принципе, немножко агрессировать. Такой агрессивный, я бы так сказала, у нас период будет до 9-10 октября. Но после этого скажу так, что не менее сложный период в плане того, что необходима концентрация и понимать, что не все так просто это осенью. Не просто так я назвала этот гороскоп «Осень силы», потому что, ребят, от нас, от всех, неважно какого мы знака зодиака, почти у всех гороскопы достаточно сложные, потому что необходимо внутри вот найти в себе вот это самообладание, мудрость и отвагу идти своим путем. То есть нарисовать план по жизни, составить, не знаю, виш-листы, у кого что, свои желания, как вам хочется прожить свою жизнь, какой вы видите свою жизнь, план на будущее. Собственно, вас, дорогие рыбки, об этом-то жизнь начнет спрашивать уже с 12 января 2025 года, потому что кармические узлы здесь как раз-таки поменяют знак и войдут полноценно в ваш знак зодиака. Поэтому, дорогие рыбки, с 3 декады начнется ваша проверка. Сначала будет первое полугодие 2025, это я забегаю вперед, да, к чему вас готовлю, потому что обычно, когда кармические узлы меняют знак и входят в определенный знак, то здесь до этого периода очень сильно спрашивает, ну, жизнь, события случаются такие, чтобы понять, а точно ли я на той работе работаю, точно ли я в тех отношениях нахожусь, точно ли мне нравится ход этих отношений, или мне нравится быть без отношений, и я уже вот наигрался в эту свободную историю, мне хочется уже отношений, мне хочется семьи, мне хочется большего, да, там, мне хочется деток, мне хочется радости, потому что дети — это наши маленькие копии, это как раз-таки та самая радость, которая, как говорится, дети нам даны не для того, чтобы мы ими властвовали над ними и управляли ими, да, дети нам даны, чтобы еще раз попасть в детство и вспомнить, кто мы. А кармические узлы как раз-таки будут спрашивать рыб с января 2025 года, кто вы, какой вы человек, для чего вы пришли сюда. И, как правило, вот этот осенний коридор затмений, такая маленькая репетиция, и подводит вас плавно, дорогие рыбки, к 2025 для того, чтобы вы четко и честно определились себе, кем вы хотите по жизни быть, каким человеком вы хотите быть, нравится ли вам ваш уровень достатка. Здесь абсолютно про все, потому что узлы будут перемещаться по солнышку, а солнце — это вот наше внутреннее я, наше внутреннее эго, действительно наши желания, именно наши, не то, что нам навязало общество, как мы привыкли жить, это не привычки, это не жизнь по луне, да, то есть это не жизнь по асценденту, как там меня спрашивают. Как смотреть ваши гороскопы? По асценденту, по Солнцу и Луне? Ребята, по Солнцу. Я призываю вообще, в принципе, всех жить по Солнцу, потому что когда вы проявляете свое «я», свое истинное желание, свой истинный характер, очень моя любимая фраза: лучше человек с характером, чем без характера, да, потому что характер — это то, что движет вами по жизни, и это то, благодаря чему вы развиваетесь. Чем больше людей, которые заняты своим любимым делом, тем больше счастливых, в принципе, людей по жизни. И я скажу так, что эту осень начнет как раз-таки случаться события для того, чтобы вы понимали, счастливый вы человек по жизни или вы несчастный человек по жизни. Это сделано не для того, что вы человек плохой, нет. Это сделано для того, чтобы просто еще раз
у вас как бы вот так спросить, намекнуть, действительно ли вы идете своим путем или вам это все навязали. Или вы посмотрели где-то у кого-то красивую картинку и сказали, вот я так же хочу, но при этом полностью не осознавая того, что вообще в принципе, как оно в жизни есть. Идем дальше, ребят. У нас кармические узлы — это очень такая большая, важная и мощная история, которая обязательно, я надеюсь, все придут, рыбки, ответят на свои вопросы, но у нас еще события, которые будут на это намекать. После коридора затмений в октябре такой достаточно агрессивный период будет для многих людей, для рыбок это будет складываться очень продуктивный период, потому что Марс идет в раке, для рыб такая эмоция в принципе водная, не напрягающая настолько, то есть это абсолютно такая ваша стихия, когда можно спокойно действовать, активно. Единственное, еще раз скажу, что на всю эту осень рыбки первой декады, конечно же, те, кто родился на стыке с водолеями, вот прям будете чувствовать, что в работе все не получается, что в работе как-то вот оно работало, и вдруг оно все перестало, почему-то вот оно случается, почему не идет контакт, с коллегами ссоры, хочется вспылить, хочется все бросить, начать с чистого листа. Ребята, это Уран. И здесь нужно просто понимать, что включайте, опять же, мудрость, да, что так жизнь готовит вас к более сложным задачам, потому что в июле 2025 года у нас Уран меняет знак, он переходит из стабильного Тельца, переходит в активный информационный знак зодиака Близнецы. И здесь эмоция будет прям бурлить, то есть здесь вообще будет очень сильно шарашить. И вот рыбки первой декады, те, кто родился рядышком с водолеем, будете прям ощущать вот эту нестабильность. Но, опять же говорю, это такая маленькая репетиция. Да, полностью эмоции захватят летом 25-го, а сейчас реагируйте на события спокойно, придерживайтесь своего плана и мудро на это реагируйте. Скажу так, что у нас с 9-10 октября, в зависимости от того, в каком полушарии вы живете, у нас Венера становится в оппозиции с Ураном. И вот как раз-таки здесь история того, что вот рыбкам вот первой декады я бы не советовала тратить. Захочется очень сильно много тратить, захочется куда-то прям вот так вложиться очень быстро, очень резво. Не вкладывайтесь, ребята. Это аспект, в котором получится легко, быстро, все классно потратить, но потом история может дать неожиданный результат, потому что Уран и финансы, когда вот эта история вместе работает, это всегда неожиданный результат. То есть может быть, как и получится словить большой куш, как и наоборот потерять и потом сидеть без денег. Поэтому здесь история, я бы так сказала, с 10 по 20 октября поаккуратнее с финансами, поаккуратнее в том числе и в отношениях, потому что захочется пылить. Это рыбки первой декады. Венера, Уран — это аспект свободы, когда хочется сказать, я устал, я ухожу, мне все надоело. Эти отношения уже себе изжили. Не забываем, что в этот момент еще Венера в Скорпионе, когда захочется вот прям поманипулировать. При этом это хороший аспект на работу. Запускайте какие-то проекты, которые не требуют вложения, которые требуют креативной деятельности, сложной информационной, аналитической деятельности. Вкладывайте свои знания. Это хорошая компенсация для того, чтобы скомпенсировать, ну, то есть негативные моменты, стороны этого аспекта. При этом скажу, что если очень классно коммуницировать, договариваться, здесь Меркурий будет очень классно помогать рыбкам первой декады. Рыбки второй декады, у вас абсолютно продуктивный период, делайте сложную работу, составляйте план, не, я бы так сказала, не забудьте вот эту историю, я бы так сказала, структурировать, да, потому что нужно именно, чтобы вы четко понимали, куда вы идете, зачем вы вкладываете свои силы. Без этого будет сложновато, да. Вектор иметь определенной стабильности. Рыбки третьей декады, у вас, конечно, здесь много историй на октябрь. Здесь и Уран, в принципе, вам помогает запускать нечто новое, креативить, даже
поменять хорошо работу, тоже получится. Здесь и Плутон, скажу, что очень сильно мощно помогает действиями, то есть у вас будет внутренняя сила, мощь и мотивация, что вау, вот эта силушка-то ко мне пришла, вот это я сейчас все сделаю. Ну и, собственно, сам Нептун, который идет по вашему знаку рыбки третьей декады, действуйте активно, внедряйте все свое творчество, вдохновение, мотивацию. Это такой хороший для вас достаточно период, но это, скажу так, что очень сильные аспекты, то есть аспекты очень сильных и мощных планет. Если с этой энергией не справиться, потому что энергия, она реально классная, она позитивная. И если же взять, вот прописать себе план, сказать, что я хочу сделать, и начать вот это вот все мощно внедрять, да, в работе, то получится очень даже хорошо. Либо же можно просто это время протусоваться. Просто протусоваться, потратить его, насладиться этим моментом и не сделать всего того, что в принципе можно сделать, потому что звезды рыбам третьей декады говорят: ребята, действуйте и делайте как можно больше. Да? Скажу так, что в этот момент у нас еще директный Меркурий. Меркурий у нас входит как раз-таки, меняет знак с Весов на Скорпиона. И октябрь до почти конца ноября он у нас будет в Скорпионе. Здесь история того, что получится, конечно же, очень сложные знания достать, добыть, но вот с 10 по 20 октября Меркурий будет в квадратуре с Плутоном, поэтому здесь все, что связано с журналистикой, писательством, детективами, сложными, я бы так сказала, тяжелыми прям знаниями, которые раньше не укладывались в голове, получится очень даже хорошо. То есть аспект сложный, можно впасть в конфликты, но если изъясняться правильно, изъясняться хорошо, то получится договориться в сложных вопросах. Здесь главное иметь тактику, уметь и не бояться. Главное не бояться, потому что когда Меркурий у нас в Скорпионе, и мы боимся, еще и когда Меркурий в Скорпионе в квадратуре с Плутоном, когда мы боимся решать конфликтные ситуации, они у нас не получаются. Здесь главное не бояться. Почему про это говорю, ребят? Потому что у нас вот этот период, у нас на него еще 17 октября попадается как раз-таки полнолуние, да? И это полнолуние у нас будет в Овне. Достаточно такое агрессивное полнолуние, максимально напряженный. Скажу так, что этот период, отрезок времени будет сложен именно рыбам третьей декады, но тот, кто родился вот на стыке второй и третьей декады, да, то есть третья декада ближе ко второй. Здесь будет больше претензионная такая история, потому что как раз за несколько дней с 10 октября у нас Юпитер уйдет в ретроградное движение. Помните то самое, что я вам говорила, да? Он уходит за неделю до полнолуния в ретроградное движение и как раз таки уже раскачается, наберет силу, мощь. Вот здесь все то, что не было сделано в сентябре, в начале октября, начнете как раз вот пылить, ворчать, не договариваться, да. Поэтому еще раз говорю, при работе с Юпитером хорошая история, когда вы понимаете, на что вы претендуете, где вы классный специалист и профессионал, потому что Юпитер — это социальная планета, работая с которой вы можете претендовать на тот или иной социальный статус. Поэтому здесь, ребята, понимаете, что все ваши внутренние неудовлетворенности, это я говорю сейчас рыбам третьей декады, вы можете адресовать не другим людям, а себе. Захочется другим сказать, что вот это семья у меня виновата, коллеги у меня виноваты, почему у меня в жизни вот этого нет, это моя вторая половинка виновата. Не надо так, ребята, потому что здесь еще у нас и Венера будет в оппозиции с Ураном. Доходить, я бы так сказала, уже разъезжается аспект, да, но история того, что захочется вторым половинкам предъявить, это я сейчас всем рыбкам говорю, да, всем рыбкам захочется предъявить претензии, да, а рыбки третьей декады будут в своем непрофессионализме или в отсутствии своего социального статуса обвинять вообще всех вокруг. Поэтому здесь, ребят, адресуйте к себе все вот эти вопросики и понимайте, что если сейчас у вас в жизни чего-то нет, значит, это вы не постарались. Потому что, скажу так, у рыб третьей декады
полностью и абсолютный карт-бланш этой осенью сделать из своей жизни в работе просто квантовый скачок. Просто невероятный, потрясающий квантовый скачок. И эта эмоция, эта энергия будет очень сильно классно вам, дорогие рыбки, помогать. Поэтому, если вы чего-то не делаете, то вы не используете свой потенциал. И никто, кроме вас, в этом не виноват. Хотя у вас, по сравнению с рыбами первой декады или второй декады, где Сатурн идет и заставляет прям трудиться, да, у вас история такая очень классная. Реально она у вас очень классная, поэтому делайте, да. Рыбки же первой декады вот немножко прям вот я понимаю, что вы устали, ребят, скоро все поменяется, будет уходить, да, вот эта вот сложность. Но опять же говорю, настраивайтесь на новое, и все будет хорошо. Идем дальше, и следом у нас такой очень достаточно мощный период. Мощный, потому что я вообще не скажу, что эта осень такая легкая, да, в плане того, чтобы для рыб активно действуйте, активно и классно будет, да. Но здесь у нас сразу после полнолуния начинает съезжаться, я бы так сказала, квадратура Венера-Сатурн, которая будет очень сильно отягощать личные отношения у рыб второй декады, но при этом при достаточной коммуникации Меркурий поможет договориться. Подключайте эмоции, подключайте свою душу, подключайте взаимопонимание, и будет хорошо. Не бойтесь говорить о сложных моментах, которые возникли у вас в кризис этих отношений. Это продлится буквально несколько недель. Ничего не вечно. Да, у нас у всех периодически бывает накатывает. И это такая история, которую нужно просто, ребят, понимать, что даже сложные моменты, любой конфликт или скандал, до того момента, как мы выскажем друг другу. Вот надо вот просто сказать. И сказать постараться не на агрессивных таких вот понтовитых эмоций, а честно, вот так просто по-человечески, с глубиной, с чувствами, с расстановкой, и тогда не будет негативных сценариев. Просто будьте честными. Это на самом деле самая такая сложная история у большинства людей по жизни быть честными, потому что почему-то нам всегда кажется, что если мы соврем, скажем, вот такую вот сладкую ложь, будет полегче. Да нет же, ребят, зачем обманываться? Не впадайте в иллюзии. Кстати, это основной такой, я бы так сказала, момент-вопросик для как раз-таки рыб. Да, рыбы очень часто любят впадать в иллюзии, и лучше сказать, как-то вот приукрасить и солгать, чем рассказать вот истинную правду, чтобы только не обидеть кого-то. Постарайтесь быть честны. Честность это сложно, но она дает гораздо больше результатов, особенно рыбы второй декады. Сатурн катится как раз-таки по вашим солнышкам, да, в транзитных картах. И основное качество Сатурна это быть честными. Чем честнее вы проходите эти периоды, тем быстрее вы получаете результат с каких-то сложных моментов, будь связано не в работе или в личной жизни. Но вот для рыб второй декады момент с отношениями это как раз-таки момент честности, да, продлится с 20 октября по начало ноября. И здесь эта история такая, что мы еще и попадаем на Солнце в квадратуре с Плутоном. Это такой очень мощный, активный, сложный момент. Прекрасная история для рыб третьей декады с точки зрения профессионализма, активности и деятельности. Для рыб второй и третьей декады я скажу, что Плутон так сильно влиять не будет. Не будет влиять своей сложностью, я имею в виду, да. Но рыбы первой декады, знаете, что здесь другие люди могут с точки зрения профессиональных качеств немножко перегружать на вас свою ответственность. Дела, бизнес-проекты, какие-то сложные такие задачи. Поэтому здесь необходимо отстоять именно свой профессионализм, свои вот такие, я бы сказала, границы и дать каждому понять, где зона его ответственности. Я бы это так сказала. Плюсом, ребят, у нас под конец октября с 28 числа начинает съезжаться сложная, мощная оппозиция на небе. Это Марс, Плутон. Сложный аспект внутренней конфликтности. На этом аспекте можно построить очень классный бизнес, заработать очень много денег, запустить множество проектов, но также на этом аспекте можно поругаться со всеми.
очень тяжелый, сложный аспект, который всегда, как правило, у нас случается осенью. Не каждый год он случается. Здесь у нас история того, что Марс в Раке, Плутон в Козероге. Плутон в Козероге остановился 13 октября из ретроградного движения, вышел. Вот он у нас середину октября останавливался, запускался, шел в директное положение. И до 20 ноября он у нас будет в Козероге. И я скажу, что на месяц примерно эта история сложная, агрессивная, когда у нас в личной жизни будет стоять вопрос, вообще в принципе у всех знаков зодиака будет стоять вопрос: личная жизнь или карьера, наши эмоциональные качества и наши продуктивные пробивные качества, семья, работа, да, то есть это две такие основные истории. Хочу ли я быть одиночкой, либо я хочу быть одиночкой-карьеристом, либо же я хочу быть все-таки еще и семья, любовь, отношения, дети. То есть та эмоциональная часть, которую сейчас, к сожалению, в нашем обществе многие любят делать ненужной, да? Гораздо проще быть одному с деньгами, да, чем усложнять свою жизнь настолько, чтобы быть семьей. И эта история на самом-то деле, если, дорогие рыбки, у вас сложится, вот здесь вопрос, понимаете, что вы тот знак зодиака, который, в принципе, может быть один со своими глубокими смыслами, мудростями и тому подобное, но эмоциональная составляющая, она для вас очень сильно важна. И здесь, конечно же, понимаете, что на чаше весов не должно быть что-то одно. Нужно удержать вот этот баланс. Оппозиция — это всегда, когда мы держим что-то в балансе. Это не активная такая борьба. Нужно вот эту историю удержать. И да, будет сложновато. Здесь, конечно же, у нас еще, конечно же, подходят такие сложные аспекты, как Венера-Уран в оппозиции, конечно же, под конец октября. Это тоже история на недельку. Вообще у нас конец октября накатывает такие множество аспектов, да. Здесь еще и у нас 1 ноября прям всегда складывается много аспектов под новолуние, либо под полнолуние, да. Так вот, 1, ребят, ноября у нас у всех, где бы мы ни жили, будет, я бы так сказала, новолуние. Новолуние в Скорпионе, прекрасное, продуктивное новолуние будет, отыграется и получится хорошо пройти у рыб как раз-таки 3-й декады. Ребят, говорю еще раз, да, у рыб 3-й декады действуем активно, будет хорошо. Не малодушничаем, не уходим в сторону, не тратим этот период времени на лень, хотя очень сильно захочется потратить его на лень, потусоваться. Рыбы 2-й декады, сказала бы, что это полнолуние, да, будет для вас складываться более-менее легко, хорошо. Вообще, в принципе, и Солнце, и Луна, само новолуние на вас будет складываться хорошо, но здесь Венера начинает съезжаться в аспекте, в оппозиции с Юпитером, и здесь именно будет очень много претензий к своим вторым половинкам. Вот тот период, который начался еще в октябре, я вам говорила, вот вы его в новолуние как раз-таки и будете подводить итоги. Рыбы 1-й декады, здесь, ребят, вот Уран отходит, становится полегче. Немножко уходит это расслабление, и скажу, что до февраля, когда Уран идет еще в ретроградном движении, до февраля 2025 года, я бы так сказала, отпустит рыбок 1-й декады, не будет вот этих вот сложных моментов, которые выбивают из колеи в работу. Поэтому здесь можете вернуться к своей деятельности, которой вы всегда занимались, не будет столько накладок, несостыковок и тому подобное, да. Новолуние, в принципе, я не скажу, что очень сложно. Из самых сложных аспектов это Марс-Плутон. Просто понимаете, что если людей рядом с вами штормит и колбасит, очень много агрессивности может быть, потому что это очень агрессивный аспект, когда наше личное желание и профессиональный статус, социальный статус не совпадают, да. И что мы делаем? Мы всегда ворчим, мы всегда пылим, мы всегда злимся. Этот аспект очень злой и заряженный. Здесь главное
понимайте, что не вступайте в конфликты, не вступайте в такие выяснения сложных отношений, хотя очень сильно захочется, да, не надо этого делать, и это пройдет. Эмоция, энергия этого новолуния сохранится, я бы так сказала, ну, до полнолуния на самом-то деле, потому что потом Венера будет, вот как раз-таки все эти претензии в отношениях, они перейдут уже, лягут на плечи рыб третьей декады. Здесь Венера будет в квадратуре с Нептуном. В ваших транзитных картах вы будете ощущать сухость эмоций, такое одиночество, будто вас не понимают. Это рыбы третьей декады. И история такова на самом деле, что ноябрь пройдет у рыб, я бы так сказала, третьей декады в таких любовных, лемурных, эмоциональных качелях. Здесь понимаете, что истории с бывшими — это сложные истории недоговоренности в любви тоже. Когда вы впадаете в иллюзии, придумываете себе воздушные замки, будут только отягощать. Истории, связанные с какими-то тратами, вложениями, любовники, если появляются в ваших отношениях, пагубно будут влиять, поэтому не нужно вот так вот кого-то третьего лишнего в свои отношения пускать в этот отрезок времени, потому что он для рыб третьей декады сложится прям вот не очень хорошо. У рыб второй декады здесь у нас, конечно же, Меркурий, который уже перешел в Стрельца, будет давать квадратуру к Сатурну. И эта история, если же вы хотите освоить сложные знания, обучиться, получится хорошо. Потому что по своей природе Меркурий в Стрельце, он гениальный. Получается освоить знаниями очень быстро, причем если особенно нужно блеснуть перед кем-то, получится хорошо. Если вам нужно выступить перед публикой, главное здесь хорошо организацию подготовить, потому что Меркурий в квадратуре с Сатурном требует основательного, четкого подхода. То есть вот так вот на легкости, абы как не подготовленным, получится криво. Не получится тот профессиональный результат, которым вы хотели, например, создать себе репутацию. Здесь нужно прям-таки основательно подойти. С основательным подходом получится хорошо. Надеяться на других, да, как говорится, на Деда Мороза надейся и сам не плашай. Вот сам не плашай. Вот здесь нужно как раз-таки очень хорошо задуматься. Для рыб первой декады скажу, что это в любви такой достаточно неплохой период, хороший, любовных отношений. Поэтому наслаждайтесь здесь, дорогие друзья. Когда, как говорится, в нашей жизни бывают моменты, когда мы можем раствориться в любовных отношениях, быть честными со второй половинкой, да, не бояться признаться в каких-то сложных моментах, раскрывайте душу, любите, встречайтесь, назначайте роман рыбы первой декады. Получится хорошо. Уран уже не напрягает, я бы так сказала. И пока есть такое небольшое затишье, да, 15 ноября у нас случается полнолуние. Полнолуние у нас в Тельце, и это полнолуние, я скажу, что оно вот для рыбок первой декады, да, требует честности. Телец — честный знак, заземленный, который про любовь, про комфортную жизнь, про свою состоятельность, про то, как мы хотим жить по жизни со своей второй половинкой или нет. Но здесь есть такой момент, что в это полнолуние у нас Луна будет в соединении с Ураном. И вот тот прекрасный период для рыб первой декады, о которой я говорила в ноябре, да, встречайтесь, назначайте романы, будьте честными, здесь может у большой части рыб быть такая история: хочу все бросить, я устал, я ухожу, мне хочется сейчас попробовать нечто другое, а давай вот я сейчас немножко погуляю. Это очень хороший момент, на самом-то деле, полнолуние, для того, чтобы внести новшество в уже устоявшиеся отношения, которые длились большой достаточно период времени. Выйти из отношений, вот получить ту самую свободу получится очень даже легко. Поэтому здесь на чаше весов всегда выбор. И если вас с этим человеком связывает очень многое, внесите в свои отношения нечто новое для того, чтобы их не разрушить. Разрушить отношения получится очень даже легко, поэтому здесь рыбки первой декады в середине ноября понимаете всю ответственность, которую могут привести, ну, то есть действия, если вы не подумаете. Для рыб второй декады, конечно же, продуктивность,
активность, четкий планомерный подход. Постарайтесь не тратить, постарайтесь не пылить, постарайтесь не, я бы так сказала, не предъявлять много претензий. Да? Претензии переадресовывайте к себе и понимайте, что если у вас нет того самого плана по жизни, вы не идете в свою социальную реализацию, то виноваты в этом только вы, а не кто-то другой. Ну а рыбы третьей декады, ребят, скажу, что это полнолуние ноябрьское будет для вас очень даже классное, продуктивно. Действуйте. Все те же самые мощные, сильные планеты, и Плутон, и Нептун, и Уран вам только энергию свою дают, реализовывайтесь. Потому что после полнолуния у нас убывающий лунный цикл, ребят, ну скажу так, у нас с вами ретроградный Меркурий. Да, под конец ноября, с 26 ноября у нас включается ретроградный Меркурий. И здесь не могу не забежать вперед, потому что у нас ретроградный Меркурий продлится по 15 декабря. Да, немножко мне придется в этом гороскопе заглянуть еще и в декабрь. И здесь, конечно же, ретромерк у нас идет в Стрельце. Он катится и предъявляет максимальные претензии, конечно же, рыбам третьей декады. Вот здесь как раз таки возникнут, дорогие рыбки, вот если вы осенью, когда вам давалось очень много силы, мощи, энергии, продуктивной для действий, для реализации, если вы эту энергию не потратили на те нужды, вот здесь как раз-таки вас прорвет, и вот начнется вот это предъявление претензий, коммуникация будет не срабатывать, потому что ретроградный Меркурий будет еще и в оппозиции с Юпитером. И здесь все претензии захочется прям вот, они будут у вас гореть, кипеть, это неудовлетворенность. Поэтому желательно до ретроградного Меркурия как раз-таки сделать все то, что вы давно хотели. Потому что плюсом скажу, что у нас еще с 7 декабря включается ретроградный Марс. Ретроградный Марс будет как раз-таки у нас, ну скажу, что он немножко разъедется, да, в оппозиции, она вот станет послабже, но все-таки ретроградный Марс запускается с 7 декабря и продлится до конца февраля. Ну вот зацепит как раз таки рыбок еще, да, до конца февраля 2025 года. Да, ребят, почти на 3 месяца уходит в ретроградное движение с Марсом. И здесь история того, что у нас, когда запускается ретроградный Меркурий, и буквально через чуть больше недельку, через 10 дней запускается еще и ретроградный Марс. Как это повлияет вообще в принципе на рыб? Ну вот рыбы третьей декады уже говорила, вся неудовлетворенность момента. Плюсом еще ретроградный Марс у нас будет в оппозиции с Плутоном в соединении с Венерой. Про что эта история? Неудовлетворенность в личной жизни, в отношениях, по большей части в финансах. Это неудовлетворенность своими действиями, социальным статусом, ощущение того, что было время, были силы, эмоции, энергии, но это не было сделано, и это начнет запускаться как раз-таки уже с ретроградного Меркурия 26 ноября 2024. Ну, естественно, на такой ноте пройдет бой куранта, встреча Нового года и зима. Ну, такая небольшая отсылочка для рыб третьей декады. Для рыб второй декады, как пройдет этот период, ну, ребят, скажу так, что здесь на самом-то деле ретроградный Меркурий заставит усложниться, заниматься сложными делами, да? Заставит, конечно же, навести порядок в информационном плане. И будет вот этот же самый ретроградный Юпитер влиять и на вас. То есть здесь история того, что еще и Юпитер будет в квадратуре с Сатурном. И здесь захочется, я бы так сказала, сделать больше, да, но вот если вы до этого момента не прикладывали усилия, то здесь, скорее всего, начнутся перебои с финансами, потому что Юпитер в квадратуре с Сатурном — это всегда, когда деньги то есть, то их потом нет. То есть это вот такая вот история. Поэтому к декабрю желательно, да, к концу ноября подготовиться рыбкам второй декады и начать делать максимум. То есть да, уже вот здесь Юпитер будет предъявлять вот такие, я бы сказала, претензии, ну, то есть внутренние, да, Юпитер-то сам ничего не будет предъявлять, просто будет способствовать вот это настроение, вот это, я бы так сказала, точка кипения придет, да, и когда уже придет само понимание того, что вот же были, да, вот желание делать что-то продуктивное, но как-то вот так вот лень останавливала, да. А с Сатурном, который, понимаете, рыбки, идет по второй декаде,
Нельзя лениться, нужно делать. И чем больше вы выполняете из задач, которые не очень-то нравятся, но их нужно сделать, и вы этого понимаете, тем больше продуктивности. Здесь, конечно, я все-таки говорю действовать по Сатурну, хотя будет и шапка закидательства, и захочется сказать, что нет, я король, я и так все справлюсь. Понятное дело, да, но будет сложновато. Полегче, я бы сказала, в этом периоде будет рыбкам первой декады, потому что здесь Уран уже так отошел от дел, и сам период ретроградного Меркурия будет, в принципе, хорошо влиять на рыб первой декады, поэтому все, ребят, претензии, которые у вас накопились к себе, к людям, как-то вот, знаете, станет полегче. Получится и обучиться, получится и принять сложную какую-то информацию, узнать, быстро разобраться. Не будет таких очень сильных движений. Здесь главное на публику, на показ очень сильно не работать. Хотя, в принципе, рыбам первой декады можно, рыбам второй и третьей декады лучше не стоит. Есть история испортить себе репутацию, поэтому понимайте, что вы делаете и что вы говорите, для того, чтобы не испортить себе репутацию в декабре 2024. Да, ребят, не получается мне не рассказать, заглянуть в декабрь и начало 25-го, потому что это все вот так связано, и у нас никогда не случаются события, вот просто раз, и оно случилось. Нет, но у нас всегда начинают какие-то подводки в жизни случаться к этому событию, потому что все события, которые с нами случаются, это причинно-следственные связи. То есть мы когда-то что-то не сделали, где-то забили, где-то сказали, и так сойдет, ой, да ладно, потом сделаю, просто забыли. Просто много дел навалилось, особенно у рыб, я бы так сказала, на первой декады, когда Уран вот так очень сильно штормит, да, особенно в начале осени. Здесь вообще история, сложно собрать себя в руки, и сложно вообще структурировать какой-то план, да. Поэтому здесь, ребята, рыбки первой декады, я скажу, что на эту осень нужно, конечно же, вам действовать по плану, для того, чтобы не упустить важные дела. К концу осени, ближе к Новому году, к декабрю, конечно же, отпустит вот это мощнейшее такое напряжение, когда в жизни аврал, да, и в жизни, и в работе. Рыба второй декады. У вас, ребят, Сатурн идет, и да, он, конечно же, заканчивает свое ретроградное движение этой осенью, да, конечно же, он перестает уже вот настолько напрягать, в ноябре он меняет свое движение с ретро на директное, и это такое ощущение, что все равно не получится безответственно подходить к делу, да. Лучше бы, конечно, в этот момент времени всю осень действовать по плану, для того, чтобы реализовать гораздо больше, да, для того, чтобы к концу осени, к началу зимы не подойти, я бы так сказала, со своими внутренними большими мощными претензиями, что вот я не сделал все то, что хотел, да. Тогда и зима пройдет гораздо мягче, да. Ну а рыбы третьей декады, ребят, у вас вообще, я считаю, этой осенью очень много силы, мощи, задора и энергии, и возможностей для того, чтобы что-то сделать. Но если же вы этого не сделаете, зимой 2024-2025 года будет накатывать такое сложное состояние, когда звезды, планеты, судьба, называйте это как хотите, заставят все-таки вас что-то в своей жизни менять. Поэтому я еще раз говорю, не затягивайте, не откладывайте момент, особенно вы чувствуете интуицией. Рыбы — это такой знак зодиака, который нутром чувствуют, еще не подошли даже аспекты, они вот еще не схлапываются, не начинают съезжаться и точными даже не стали. Вы уже заранее чувствуете, что что-то идет не так, да, что какое-то вот что-то грядет. И правильно чувствуете, у вас феноменальная интуиция, прислушивайтесь к ней, раскачивайте свое солнце. Я считаю, это сильная осень, которая должна вас эмоционально поднять. То есть вы должны окрепнуть, понять, что вы можете все, и вы со всем справитесь. Потому что нам никому не дается события в жизни, которые мы не можем вынести и справиться. Поэтому реагируйте на события хорошо, как вашу очередную точку роста, и внедряйте, делайте. Потому что для вас на самом-то деле это классная осень. Дорогие рыбки, это был ваш гороскоп на осень 2024 года. Не получилось только осень, потому что все-таки жизнь, она не определенный четкий период времени. Я надеюсь, вы это понимаете, да?
действуйте, внедряйте свой потенциал, предъявляйте все вопросики к себе и не сидите. Нельзя сидеть, дорогие мои. Я желаю вам потрясающей реализации этой осенью. Знайте, что у вас все получится. А если не получилось как вот прямо сейчас, так не бывает. Это процесс. Жизнь – это процесс. Реализация, состоятельность, финансы – это вообще, в принципе, процессы. И научитесь получать от этого удовольствие. И кармические узлы с 12 января 2025 года будут у вас спрашивать, от чего вы в этой жизни получаете удовольствие, правильно ли вы идете, своим ли путем. Ну а если вы заблудились, то жизнь скорректирует так, чтобы вы все-таки вернулись в свое важное состояние, по которому вы должны жить согласно своей натальной карте. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в этом видео, я обязательно отвечу, но при этом оставляйте свою дату, время, место рождения, ребят, и ваш вопрос. Потому что общий гороскоп я рассказала, а уж на ваши вопросы я буду отвечать по вашим личным, натальным и транзитным картам. Только так. Ну, либо жду всех на консультациях, все ссылки есть в описании канала. Буду видеть вас лично вот так перед собой. Ну что, ребят, увидимся с вами в следующем ролике. В конце видео актуальный, я бы так сказала, видео, которые уже выпущены. Смотрите, принимайте верные решения, задавайте вопросы, если что-то непонятно. Ну что, увидимся. Пока-пока.